К высадке в Норвегии были привлечены практически все боеспособные корабли немецкого флота. В этом отношении хорошая дальность плавания шнельботов оказалась востребованной. Обе флотилии должны были осуществлять высадку в двух важнейших пунктах – Кристиансаде и Бергене. Шнельботы блестяще справились с задачей, проскочили на скорости под огнем противника и произвели быструю высадку передовых десантных групп. После оккупации основной части Норвегии командование оставило обе флотилии для обороны захваченного побережья и уже привычного сопровождения конвоев и боевых кораблей. Бютов предупреждал, что если такое использование шнельботов продолжится, то к середине июля 1940 года двигатели катеров исчерпают свой моторесурс. Все изменилось буквально за один день. 24 апреля 1940 года командование направило вторую флотилию для минно-заградительных и конвойных операций в Северном море. Так как легкие силы союзников внезапно стали проводить набеги в районе Скагеррака, 9 мая разведывательный самолет обнаружил английский отряд из легкого крейсера «Бирмингем», 7 эсминцев, которые шли в район немецких минных постановок. Разведчик заметил только один отряд. Тем не менее, командующий группой «Вест», не колебаясь, приказал 4 исправным шнельботам второй флотилии перехватить и атаковать противника. Английский отряд из эсминцев «Келли», «Кандагар» и «Бульдог» шел на соединение с «Бирмингемом» со скоростью самого медленного корабля «Бульдога». В 20:52 по Гринвичу британцы обстреляли разведывательный самолет, но тот уже вывел шнельботы на идеальную позицию засады. В 22:44 сигнальщики флагманского «Келли» заметили примерно в 600 метрах впереди по левому борту какие-то тени, но было уже поздно. Залп катера С-31 оказался точным. Торпеда поразила «Келли» в котельное отделение. Взрыв вырвал 15 квадратных метров обшивки, и положение корабля стало критическим. Немцы растворились в ночи, а английский командующий даже не сразу понял, что это было, и приказал «Бульдогу» провести контратаку глубинными бомбами. «Бульдог» взял на буксир еле держащегося на поверхности флагмана, после чего отряд взял курс в родные воды. К ночи на море опустился туман, но шум дизелей подсказывал англичанам, что враг по-прежнему кружит поблизости. После полуночи неожиданно выскочивший из тьмы катер скользящим ударом протаранил «Бульдог», после чего сам угодил под таран полузатопленного «Келли». Это был С-33. У которого заглохли двигатели, правый борт и полубак были разрушены на протяжении 9 метров, а командир был ранен. Казалось, судьба катера была решена. Его приготовились затопить, но видимость была такой, что англичане уже в 60 метрах потеряли врага и стреляли наугад. И Келли, и С-33 смогли благополучно добраться до своих баз. Сказалась прочность кораблей и выучка экипажей. Но победа была за немцами, 4 катера сорвали крупную операцию противника. Немцы сочли «Келли» потопленным, и командование удовлетворенно отметило в своем журнале боевых действий первый славный успех шнельботов. Командир С-31 получил железный крест первого класса, а 16 мая стал 10-м в Кригсмарине и первым среди катерников обладателем рыцарского креста. Когда победители отмечали свой успех в Вильгельмсхафене, они еще не знали, что в то же время и час на Западном фронте немецкие подразделения выходят на исходные позиции для атаки. Началась операция «Гельб», которая откроет немецким торпедным катерам доступ к их истинному предназначению – терзать прибрежные коммуникации врага. Командование Кригсмарин не проводило никаких масштабных подготовительных мероприятий в преддверии наступления на Францию и приняло самое минимальное участие в его планировании. Флот зализывал раны после тяжелой схватки за Норвегию, причем в районе Нарвика еще продолжались бои. Целиком поглощенная задачами непрерывного снабжения, новой коммуникации и укрепления захваченных баз, командование флота выделило для операции у берегов Бельгии и Голландии всего несколько малых подводных лодок и гидросамолеты 9-й авиадивизии, которые ночами ставили мины на прибрежных фарватерах. Впрочем, участь Голландии была решена уже в течение 2 суток наступления, и командование группы «Вест» сразу увидело прекрасную возможность для операций малых ударных кораблей по поддержке приморского фланга армии из голландских баз. Стремительно расширяющийся театр боевых действий требовал привлечения все больших сил, которых не было. Командующий адмирал в Норвегии настоятельно просил оставить одну флотилию шнельботов, но здравый смысл в итоге возобладал. 13 мая в журнале боевых действий появилась запись, в которой давался зеленый свет наступательному применению торпедных катеров в южной части Северного моря. За день до этого была освобождена от эскортных функций первая флотилия, а 14 мая вторая флотилия была выведена из подчинения командующего адмирала Норвегии. На этом участие шнельботов в операции «Везельбунг» закончилось, вместе с их ролью сторожевиков. 19 мая 9 катеров обеих флотилий вместе с плавбазой «Карл Петерс» совершили переход к острову Боркум, с которого уже ночью 20 мая вышли на первые разведывательные поиски к Остенде, Ньюпорту, Дюнкерку. Первоначально шнельботы планировалось использовать для прикрытия войск, десантирующихся на острова в устье Шельды, но вермахт справился сам. Поэтому пока голландские базы и фарватеры спешно очищали от мин, катерники решили прощупать новый район боевых действий.
Первый же выход принес победу, но несколько необычную. Звено Энсонов из 48-й эскадрильи королевских ВВС в сумерках заметило катера в районе Эмюдена и сбросило бомбы, ближайшая из которых разорвалась в 20 метрах от С-30. Ответным огнем ведущий самолет был подожжен. Все 4 летчиков во главе с флайт-лейтенантом Стивеном Дотсом погибли. Ночью 21 мая катера провели несколько атак по транспортам и боевым кораблям в районе Ньюпорта и Дюнкерка. Несмотря на красочные доклады о победах, эти успехи не подтвердились, но экипажи шнельботов быстро возвращали себе квалификацию торпедных охотников. Первые выходы показали, что противник не ожидает в своих внутренних водах атак надводных кораблей. Услышав звук двигателей, защитники баз направляли зенитные прожекторы в небо в поисках самолетов Люфтваффе, хотя угроза исходила с моря. Следующий выход принес шнельботам уже упомянутую первую победу в водах Ла-Манша. Пара катеров первой флотилии С-21 и С-23 подкараулила французский лидер «Ягуар» возле Дюнкерка. Полная луна и свет от горящего танкера не благоприятствовали атаке, но одновременно посветили француза. 2 торпеды попали в цель и не оставили кораблю шансов. 23 мая все боеспособные катера перебазировались в прекрасно оборудованную голландскую базу Ден Хельдер. Туда же перенес свой штаб и фюрер миноносцев Ханс Бютов, который теперь не номинально, а полностью возглавлял деятельность катеров и их обеспечение на западном театре под эгидой группы Вест. Базируясь в Ден Хельдер, катера сократили свой путь по каналу на 90 миль, что позволило эффективнее использовать все более короткие весенние ночи и экономить ресурс двигателей. 27 мая 1940 года началась операция «Динамо» – эвакуация союзных войск из Дюнкерка. Верховное командование вермахта запросило Крейгсмарин, что они могут предпринять против эвакуации. Командование флота с сожалением констатировало, что практически ничего, кроме действий торпедных катеров. Против всей огромной армады союзников в Ла-Манше могли действовать всего 4 катера – С-21, С-32, С-33 и С-34. Остальные шнельботы встали на ремонт. Ночью 28 мая С-34 атаковал транспорт «Абукир». На борту «Абукира» находилось около 200 военнослужащих британской армии, включая военную миссию для связи с Верховным командованием армии Бельгии, 15 немецких военнопленных, 6 бельгийских священников и около 50 женщин, монахинь и британских школьниц. Капитан судна заметил ход торпед и перешел в зигзаг, полагая, что его атаковала подводная лодка. Обермайер перезарядил аппараты и снова нанес удар, от которого тихоходный пароход со скоростью 8 узлов уже не смог уклониться. С корабля заметили катер и даже попытались его таранить, приняв его за рубку атакующей субмарины. Попадание под Миддельшпангоут привело к гибели Абукира в течение всего 1 минуты. Мостик судна был обложен бетонными плитами от атак Люфтваффе, но враг пришел оттуда, откуда его не ждали. Британские эсминцы, пришедшие на помощь, спасли всего 5 членов экипажа и 25 пассажиров. Выживший капитан утверждал, что немецкий катер освещал место катастрофы прожектором и обстреливал выживших из пулемета, что было широко освещено в британской прессе, описывающей зверство гуннов. Это полностью противоречит записям в журнале С-34, который отступил на полной скорости и даже был засыпан обломками взорвавшегося судна. Абукир стал первым торговым судном, потопленным шнельботами. Следующей ночью шнельботы нанесли еще один удар, окончательно развеявший сомнения в их эффективности. Эсминец «Вейкфул» под командованием командора Ральфа Фишера, на борту которого было 640 солдат, был предупрежден об опасности атак надводных кораблей и нес двойную вахту. Но его это не спасло. Фишер, корабль которого возглавлял колонну эсминцев, шел зигзагом. Увидев свет плавающего маяка «Квинт», он приказал увеличить скорость до 20 узлов. Но в этот момент заметил следы 2 торпед всего в 150 метрах от эсминца. «Разрази меня, гром, неужели это случится?» Единственное, что успел прошептать Фишер, прежде чем торпеда разорвала Вейкфул пополам. Командир спасся, но половина его экипажа и все эвакуируемые погибли. Устроивший засаду и добившийся попадания командор С-30 обер-лейтенант Циммерман мало того, что успешно покинул место боя, его атака привлекла внимание подводной лодки У-62, которая потопила эсминец «Графтон», поспешившего на помощь собрату. На следующий день, 30 мая 1940 года, СКЛ передал все оперативно пригодные катера в распоряжение командующего группой Вест, адмирала Зиэльвехтера. Это было долгожданное признание полезности, но только после ночи 31 мая, когда катерами С-23, С-24 и С-26 были торпедированы французские лидеры «Сирокко» и «Циклон». Шнельботы триумфально реабилитировались за неудачное начало войны. Англичане распознали новую угрозу и бросили на зачистку своих вод от шнельботов 206-ю и 220-ю эскадрилью Хадсонов берегового командования и даже привлекло флотскую 826-ю эскадрилью на Альбакорах.
Именно тогда, видимо, и возникло обозначение Enemy Bot – вражеские катера, которое сначала служило для облегчения радиообмена, а затем стало общеупотребительным в отношении шнельботов для британского флота и ВВС. После захвата северного побережья Франции перед немецким флотом открылась невиданная перспектива. Фланг важнейшей прибрежной коммуникации противника стал полностью открытым не только для полномасштабного минирования и атак Люфтваффе, но и для атак шнельботов. Спустя всего лишь год, весной 1941 года, набравшиеся опыта экипажи шнельботов докажут, что могут наносить поражение не только единичным судам и кораблям, но и целым конвоям. Пролив Ла-Манш перестал быть домашними водами британского флота, которому теперь предстояло защищаться от нового противника, создавая не только принципиально новую систему охранения и конвоирования, но и новые корабли, способные противостоять смертельному творению фирмы Люрсен. Друзья, на этом вторая часть ролика, посвященная шнельботам, заканчивается. Чтобы не делать длинный ролик, так как материала достаточно много, я решил его разбить на 4 части. Следующая часть будет посвящена боям в Ла-Манше и операции в Средиземном море. Четвертая часть будет посвящена Восточному фронту. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если тема шнельботов и других торпедных катеров вам интересна. Также посмотрите еще несколько роликов на данном канале. Еще услышимся, друзья. До новых встреч. Пока-пока.